Всем здравствуйте! Предлагаю вам связать вместе со мной вот такие тапочки. Вяжутся они очень легко на любой размер. Пожалуйста, читайте описание под видео, возможно там есть ответы на все ваши вопросы. Я вязала из такой пряжи спицами номер 3,5. Сначала вяжется верх тапочка, затем подошва и переход на боковые части. Заканчивается работа вязанием задника и обвязыванием по верху изделия. Для украшения вместо бусин можно сделать помпон или завязать шнурок в виде бантика. Набираем 23 петли. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. Заканчиваем ряд 3 лицевыми петлями. 1 лицевая, 2, 3. Все последующие ряды вяжем по рисунку. Над лицевыми лицевые петли, над изнаночными вяжем изнаночные. Кромочную снимаем и вяжем над изнаночной петлей изнаночную, над лицевой лицевую. Провязали 29 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Сейчас наша работа выглядит так. Это лицевая сторона работы. Вот конец нити от наборного края. Вот рабочая нить. Разворачиваем вязание и по изнаночной стороне работы закрываем петли. Петли закрываем по рисунку. Над изнаночными петлями будем провязывать изнаночную петлю, над лицевой петлей лицевую. Итак, следующая петля у нас изнаночная. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Получившуюся петлю возвращаем на спицу. Закрываемые петли не затягивайте сильно. Следующая петля изнаночная. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Следующая петля лицевая. Значит, провязываем 2 вместе лицевой петлей.
снова лицевая петля, провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Закончили закрывать петли. Вот такой край у нас получился. Теперь обе нити находятся с одной стороны. И вот этот край, где 3 петли у нас было, сейчас они идут как лицевые. Они будут сверху. А в этом месте мы сейчас сошьем петли. Вот так. Обрезаем нить и вдеваем ее в иглу. Сшивать будем, вводя иглу в кромочную петлю. С этой стороны. И затем с этой стороны. Вот такой получился верх тапочка. Эту нить пока оставляем. Следующий этап работы — набор петель по краю. Вот как лежит работа на столе, по этой стороне начинаем набирать петли. Вводим спицу в петлю, подхватываем нить, вытягиваем ее, и у нас петля на спице. Следующая петля. Набрали петли, и теперь каждый ряд вяжем лицевыми петлями. Обратите внимание на то, чтобы петли, которые вы набрали, не перекручивались. Вы можете вязать за переднюю стеночку или за заднюю, но обязательно смотрите, чтобы петля ложилась ровно.
Закончили вязать розовым цветом. Связали 8 рядов. Если посчитать по волнам, 1, 2, 3, 4 волны. Ну, или по кромочным петлям 1, 2, 3, 4 кромочные петли. Дальше вяжем подошву. Я вдела в иглу одну нить, введу ее на изнаночную сторону и сделаю там узелок. И теперь надо закрепить это место таким образом. Наметьте середину и к ней делаете стежки иглой. Теперь надо немножко стянуть. Насколько сильно стягивать, это будете уже определять в процессе вязания, примеряя на ножку. Можно сильнее затянуть. И снова завяжем узелок, чтобы зафиксировать. Теперь нанизываем бусины. И закрепляем посередине. В работе сейчас 44 петли. Вязать подошву будем на средних 12 петлях. Чтобы начать вязать подошву, перенесем петли к центру вязания. Шестнадцать петель перенесли на другую спицу и вводим в работу нить другого цвета. Обратите внимание, что сейчас у нас лицевая сторона работы. Начинаем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали 11 петель. Подошва у нас из 12 петель. Значит, 12-ю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. Разворачиваем вязание. Снова вяжем 11 петель. Первую сейчас снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-ю петлю подошвы провязываем вместе со следующей петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Снимаем первую петлю, провязываем следующую и протягиваем ее через снятую петлю. Разворачиваем вязание, свяжем 4 ряда вместе, чтобы все было понятно. Снова вяжем 11 петель.
12 петлю подошвы, вяжем со следующей петлей вместе, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Изнаночная сторона, вяжем 11 петель. Двенадцатую петлю подошвы вяжем вместе со следующей петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и протягиваем через снятую петлю. И вяжем так до тех пор, пока с двух сторон у нас не закончатся петли. Итак, петли с двух сторон от подошвы закончились. Осталось 12 петель на спице. И сейчас наша работа выглядит так. И с изнаночной стороны. Аккуратные дорожки по бокам подошвы. Теперь наберем 8 петель. 4 из розового цвета и 4 из молочного. Надеваем петли на спицу. Делаем накид и вытягиваем петлю. Сейчас я это делаю по изнаночной стороне, поэтому спицу вводим на себя и вытягиваем петлю. И еще 4 петли. Я возьму сейчас крючок. Спицы мне сейчас неудобно в этом месте, поэтому первую петлю я вытяну крючком. И еще 3. Вот так набрали 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь провяжем 8 петель и 12 петель подошвы. Все ряды вяжем лицевыми петлями. Петли, которые набрали, вяжите так, чтобы они не перекрещивались. Заканчиваем вязать участок с подошвой. И теперь с этой стороны набираем 8 петель. Сейчас это делаем по лицевой стороне работы и спицу вводим от себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше мы вяжем петли туда-обратно, в каждом ряду лицевые петли.
И здесь уже вяжете на ту длину, смотря какой размер вы хотите связать. Когда вы свяжете достаточное количество рядов, приступаем к вязанию задника. Я надела на манекен, подтянула вязание. Оно тянется, не забывайте, поэтому подтянули. И примерно вот так остается незакрытой ножки. И начинаем вязать задник. Для своего размера тапочек я связала 36 рядов, то есть 18 волн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Задник будем вязать на 4 средних петлях. Сейчас в работе 28 петель. Провязываем сначала 12 петель. Задник будем вязать так же, как вязали подошву. Провязали 12 петель. И теперь средние петли. Вяжем 1, 2, 3 петли. И 4 петлю задника провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. 2 вместе, изнаночной петлей. Подтягиваем петлю, разворачиваем вязание. 1, 2, 3. 4 петлю задника провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Снимаем петлю, провязываем следующую петлю лицевой и протягиваем ее через снятую. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3. 4 петлю вместе с соседней петлей провязываем изнаночной петлей. И еще один ряд. 1, 2, 3. Снимаем петлю, следующую провязываем лицевой и протягиваем через снятую. Продолжаем так вязать. С двух сторон от задника осталось по 2 петли. Теперь вяжем так. Снимаем петлю. 2 средние петли провязываем вместе лицевой петлей. Подтягиваем. Дальше вяжем, как вязали до сих пор. В изнаночном ряду провязываем уже 3 средние петли. В этом ряду провязываем 2 петли вместе. Последнюю петлю, как вязали до сих пор. И с изнаночной стороны 2 эти петли вместе лицевой петлей. И получившуюся петлю протянем через первую петлю. И так закончим задник.
Осталось наше изделие обвязать крючком. Я взяла крючок номер 4. Выберите крючок, подходящей толщине вашей пряжи. Вот так выглядит задник. И вот его изнаночная сторона. Обвязывать изделие будем по лицевой стороне узором рачий шаг. Вводить крючок будем под кромочную петлю, вот сюда. Итак, крючок в петлю, накид, вытянули петлю, провязали, ввели крючок в петлю, сделали накид, вытянули петлю, провязали ее. Те, кто крючком не вяжет, да и те, кто вяжет, не всегда могут вязать рачий шаг. Есть вариант рачий шаг связать в другую сторону. Я оставлю в описании ссылку. Попробуйте другой способ. Но там может быть не двойной нитью, а одинарной надо будет. Ну или попробовать разные номера крючков. Но в этом способе, в классическом узоре рачий шаг, тоже нет ничего сложного. Просто когда вы ввели крючок, подхватили нить, сделали накид, провязали, ввели крючок, натянули, так, натянули нить, и тогда получится зубчик. Если нить не натянуть, как в комментариях иногда пишут, у меня какое-то нагромождение нитей получилось. То есть вот в этот момент вниз увели нить, вытянули, провязали, ввели крючок, подхватили, увели нить вниз, подхватили ее, вытянули, провязали. Я уверена, у вас получится. Вот такие зубчики получаются, аккуратные. Закончили обвязывать. Аккуратно на заднике завязали узелок. Все, наша работа закончена. Осталось спрятать все концы нитей в вязании. Я уверена, что у вас все получилось, и надеюсь, вам понравилось. На сегодня все. Всего вам доброго. Из пряжи, которую вязала я, моим номером спицы, моей плотностью вязания получился вот такой размер. Если надеть на манекен, такая стопа. Ну, как вы знаете, это вязание тянется, поэтому можно надеть этот тапочек на ножку размером больше. Вязание начинается вот в этом месте. Соответственно, в самом начале вязания вы можете задать глубину тапочка. То есть, если вы наберете меньше петель и пойдете сюда вверх вязать, то тапочек будет более открытым. Если вы петель наберете больше, то, соответственно, ножку прикроете повыше. Также вы можете отрегулировать полноту тапочка. То есть, вот мы набрали и пошли вязать прямоугольник. Если вы свяжете больше рядов вверх, то, соответственно, для большего подъема подойдет этот тапочек. Вот вы связали верх, связали подошву, и теперь удобно мерить на ножку, чтобы понять, сколько надо связать до конца тапочка. Эту модель легко связать на любой размер.